Всем привет! Вы на канале Twin Китая. Мы продолжаем проходить The Cosmic Wild Sisterhood. Короче говоря, тут сразу двое. Я уже забыл Фортуну, ты уже слыхала. Это Карга наконец сыграла ящик. Такое надо отпраздновать Георгина. Дорогая Фортуна, как ты? У меня печальные новости. Дай знать, когда я могу навестить тебя и все рассказать. С любовью, Жасмин. Давайте Георгину пригласим первую. Думаю, сейчас будет разговор из разряда... Что следующее... Эдана мертва. Это она идет к дьяволу. Угорают. Полетели, отпразднуем. Нет, я же не могу. Почему? Карга откинулась к черту правила. Моя свобода находится в руках следующей главы. Ну, значит, я ее стану. Первым делом запрещу изгнание. Если бы... Нет, серьезно. Я выставлю свою кандидатуру, Фортуна. Ого, серьезно? Если честно, не представляю тебя во главе Ковена. Думала, ты никогда не хотела такой ответственности. Но я же собиралась уйти из Ковена, основать собственный клан ведьм-воительниц. Теперь у меня есть шанс изменить тут все, не бросая никого из вас. Конечно, это не будет Ковен-воительниц, но я искренне верю, что могу улучшить жизнь всех наших сестер. Слишком много веков мы терпели ее диктатуру. Я вдохну в наш клан новую жизнь. Идите за мной, я обеспечу вам свободу и счастье. Ты еще энергичнее, чем обычно. Да, скорее бы уже взяться за дело. Фортуна, присоединяйся ко мне, будем вместе управлять Ковеном. Ну, как тебе сказать? Давай сначала, может, поговорим об этом, да? Давай, может, сначала расскажешь о планах своих? О, да, конечно. Прости, меня слегка занесло. Не думай, что я дурочка, план у меня есть. Подготовилась. Итак, законы Ковена делятся на 5 частей. Это правосудие, поддержание порядка, запретная магия, связи со смертными и обязанности ведьм. Правосудие определяет, кто именно облажался, что делать с Ковеном. Поддержание порядка – это то, как мы наказываем тех, кто облажался. Запретная магия – то, как мы поступаем со всякими опасными штуками. Связи со смертными – это взаимодействие с людьми, животными и остальным немагическим миром. А обязанности ведьм – просто то, что сестры должны делать для Ковена. Так вот, Эдана вечно такая: иди нахрен, я тут главная, ни хрена тебе, дуй в изгнание, нахрен опасные штуки, нахрен смертных, ну и в целом нахрен вас всех. А я хочу поставить все с ног на голову, опробовать новую, более инклюзивную систему. Руническое правосудие, изгнание, запрет, использование для выгоды Ковена, строгая ежеквартальная оценка. Правосудие должно вершиться всеми членами Ковена. Важные решения будут приниматься после того, как все желающие выскажут свое мнение, а потом будет референдум. Это не так сложно, потому что в Ковене сейчас меньше сотни ведьм. Не будет никакого поддержания порядка, все конфликты будут решаться мирным путем. Не слишком ли наивно? Что если стороны не придут к соглашению? Извините, я немножко сейчас странно читаю, потому что я перед этим долго записывала Бернхаус и... очень долго. Тогда передадим дело в арбитражный суд. Не понимаю, зачем нам дополнительные законы, когда у нас и так есть магический пакт. Ясно. Соответственно, не будет никакой запретной магии. Считаю, что запрет только делает искушение сильнее. Лучше делиться знаниями, рассказывать ведьмам о том, какие подводные камни могут их ждать. Насчет связи со смертными считаю, что этих связей быть не должно. Да, может показаться, что это слишком резкий шаг, но мы превосходим смертных настолько, что не имеем права вмешиваться в их жизнь. Пусть себе живут, в нашем распоряжении целая вселенная. Что до обязанностей, считаю, что вместо оценки работы надо ввести обязательный магический налог, чтобы копить ресурсы для Ковена. Мне нравится, в принципе, все, что она говорит, я думаю. Кроме связей со смертными. Не обязательно, мне кажется, прям разрывать все связи. Можно найти какой-то более выгодный подход. Или, свободный, может быть. Пускай ведьмы делают все, что пожелают. Главное, чтобы они отдавали Ковену долю магии, которую получают из космоса. Она пойдет на помощь новеньким, но или тем, кому будет нужно. Или пустим ее на какой-нибудь затратный проект, который всем принесет пользу. Вот, в общем-то, и все. Есть еще один важный вопрос. Нужно решить, что делать с телом Эданы. Его можно либо поглотить, либо рассеять останки по космосу. Что? Оказывается, в трупе ведьмы остается полно магии. Если мы в буквальном смысле его съедим, станем куда сильнее. Но если магию высвободить, многие женщины смогут переродиться и стать ведьмами. Нас станет почти в 2 раза больше. Я считаю, нужно отдать магию данной вселенной. Если мы поглотим ее, то получим силу. Но сила еще и в числах. Если в Ковене будет больше ведьм с разными взглядами, разными интересами, это подтолкнет нас к развитию. В общем, и все. Так что? Ты со мной? Я согласна.
А я согласна. А мне нравится, что ты сказала. В принципе, мне нравится, я реально да. Да. Угу. Я с тобой. Я согласна. Фортуна, это просто потрясающе. У нас все получится. Ну что, карты скажите, я выиграю? Погоди, Геркина, не так быстро, это слишком серьезный вопрос. И что? Жасмин тоже выставляет свою кандидатуру, а так мы сразу все решим. Можно будет не морочить себе голову со всей этой компанией. Ну, если ты хочешь определить результат раскладом, то с тем же успехом вы, Жасмин, можете просто подбросить монетку. Ни то, ни другое не годится, ведь вам нужно узнать ваши программы, чтобы решить, за кого голосовать. Или хотя бы понять, что вы из себя представляете. Ну, как скажешь. Если так нужно, устроим это представление. Но я бы лучше сразу узнала, кто победит, чтобы не дергаться зря. Я не стану этого делать, это будет нечестно по отношению к Жасмин. Придумай другой вопрос. Ладно, я поняла. Что бы такое спросить? О, знаю. Кто будут мои враги? И что использовать для изготовления кинжала, который поможет мне в это непростое время? Ого, ты решила зайти с козырей? На кону будущее Ковина. Красиво. Так что играем по-крупному. Хорошо. Сосредоточься на своих воинственных мыслях, пока я перемешиваю карты. Враги кинжал. Давай это на кинжал положим. Любовь. Создай кинжал без режущей кромки. Храбрость. Изготовь кинжал, напитай его решимостью, поступай так, как должно. Любовь. Синенькие мне нужны, конечно. Любовь. Создай кинжал без режущей кромки. По-моему, кинжал любви — это парадокс, нет? Возможно. Думаю, смысл в том, чтобы изготовить символ, напоминающий тебе об истинной цели твоих действий. Как здорово. Огромное спасибо. Обещаю, я не собьюсь с пути. Супер, прекрасно. Враги. Господи, лишь бы у меня памяти хватило. Скопление Спараксиса сюда. Наибольшую угрозу твоей компании будут представлять Жасмин. Против тебя выступит могущественный Левиафан. За тобой будет следить арбитр, пристально изучая каждый твой шаг. Против тебя объединятся старейшие ведьмы. Ух ты ж, блин, все жестко, конечно. Я определяю будущее. Не знаю, либо арбитр, либо Жасмин, но я предпочитаю арбитр. За тобой будет следить арбитр, пристально изучая каждый твой шаг. Хреновая ведьминская полиция? С чего вдруг? У них на меня ничего нет, я ничего не нарушала. У них будут свои причины для слежки, я тебе советую их не провоцировать. Мне нечего стыдиться и скрывать. Политика — занятие куда менее достойное, чем охота на демонов. Старайся поступать как можно правильнее, и все будет хорошо. Тем не менее, это будет та еще головная боль. Знаешь, даже дружба со мной может дать им повод для подозрений, ведь я изгнанница. Да пошли они в задницу. О, пожалуйста, будь благоразумна. Да-да, не волнуйся ты так. С этого дня я постараюсь быть панькой. Что такое? Не хочу подвергать сомнению твое мастерство, но не уверена, что кинжал поможет тебе избавиться от арбитра. Может, вытянем еще одну карту? Узнаем, какие еще меры ты можешь принять в этой ситуации. Конечно, давай. Смотрим. Интересно. Настрой против своей противницы юных ведьм, о боже. Продемонстрируй Ковину свою силу, брось официальный вызов на дуэль, о боже. Ну, в принципе, продемонстрировать свою силу неплохо звучит, наверное, но я как бы хз. Дуэль с арбитром? Такого еще не было. Круто. Они вообще могут участвовать в дуэлях? Не знаю, но раз карты сказали, вероятно, да. Ну, эта политическая борьба внезапно стала в разы интересней. Спасибо. Ну, вот и все. Надеюсь, я тебе помогла. Ну, я, конечно, предпочла бы сразу узнать, кто победит. Но хотя бы так. Спасибо большое, что уделила мне время. Не за что. Перед уходом хотела бы попросить тебя еще об одном одолжении. Что случилось? Кто-то из твоих подруг призвал нового Левиафана? Нет, ты что? Для меня сейчас ужасно важно разобраться, что делать с телом Эданы. Я считаю крайне важно, чтобы как можно больше женщин могли стать ведьмами, поэтому я бы хотела познакомить тебя с последней нашей новенькой. Она настолько новенькая, что у нее даже имени еще нет. Не против, если она к тебе заглянет? Ты могла бы помочь ей определиться с тем, что делать дальше. Заодно увидишь, насколько многообразие обогащает наш Ковен.
Конечно, с удовольствием. Передай ей, пусть приходит, когда захочет. Огромное спасибо. Но мне пора. Надо набирать команду, запускать компанию. До встречи. Пока, Георгина. Я за нее. Так, а это Жасмин. Окей, давай ее пригласим пока. Я думаю о том, чтобы сделать еще карту. Там из тех... Блин, мне же там дали какие-то плюшки для карт. Здравствуй, Фортуна. У меня ужасные новости. Даже не знаю, как сказать. Эдана мертва. Ты уже знаешь? Я не знаю, что стоит сказать. Правда, не знаю. Насколько... Мне сообщила арбитр. Вот как. С чего вдруг? Она ведет мое дело, решила, что мне необходимо это знать. Значит, твоим делом занялся арбитражный суд? Рада слышать. Как тебе новости? Я в шоке. Это же не предполагает, что я не рада, правильно? Ну, она. То есть ГГ. И если честно, я в шоке. Да, для Ковина это тяжелый удар. Прежде всего нужно придумать, что делать с телом Эданы. Да, Георгина навестила меня буквально перед твоим приходом, рассказала об этом. А, хорошо. В общем, нужно решить, что предпочтительнее, стать сильнее или увеличить клан. Ты сама-то как на это смотришь? Я считаю, что надо ее поглотить. Смена правления не лучшее время, чтобы принимать необученных новичков. Нас и без того ждет неспокойный период, пока будет устанавливаться новый порядок. Нужно быть сильными ради наших же сестер. Вот как. И раз уж мы об этом заговорили, я выставляю свою кандидатуру. Да, я в курсе. Ого, для тех, кто сидит на астероиде, ты хорошо осведомлена. Ну, что тут скажешь? В общем, мне кажется, после Эданы Ковину нужен кто-то, кто о нем позаботится. Ты сможешь меня поддержать, Фортуна? Могу я рассчитывать на твой дар? Сначала расскажи мне о своей программе. А, конечно, извини. Сейчас свод законов, по которым живет Ковен, делится на 5 основных разделов. Это правосудие, поддержание... Это мы знаем, ладно. Да. Да, это мы все знаем. Да, давайте это промотаем. Мне кажется, что законы ведьм не должны зависеть от сторонних сил. Я предлагаю передать правосудие в руки 4 старейших ведьм в Ковене, которые будут действовать совместно с главой. Таким образом, любое решение будет выноситься советом из 5 мудрейших ведьм. Дальше идет поддержание порядка. Сейчас ведьмы, чьи действия угрожают благополучию Ковена, подвергаются изгнанию на срок, зависящий от тяжести проступка. И это просто ужасно. Я предлагаю выносить ведьмам предупреждения в соответствии с проступками, исключать их из Ковена, если их поведение впоследствии не изменится. Ни одна ведьма не должна испытать то, через что пришлось пройти тебе, Фортуна. На мой взгляд, более гуманно давать ведьмам возможность найти свое место в другом Ковене. Дальше запретная магия. Это наше отношение к опасным знаниям и чарам, например, к призыву левиафанов, да? Сейчас мы запрещаем все, что, по мнению Ковена, может нести в себе опасность. Я думаю, так и должно быть, поэтому в этой области ничего менять не планирую. Далее, связи со смертными, область, которая регулирует взаимодействие с людьми и другими низшими формами жизни. Я давно считала, что людьми следует манипулировать, извлекая из их деятельности выгоду для ведьм. Меня это не устраивает. Я вообще против того, чтобы считать кого-то низшей формой жизни. На мой взгляд, мы должны защищать сообщество смертных, заботиться о них. В наших силах улучшить их жизнь, так что мы обязаны это сделать. И, наконец, обязанности ведьм. Этот раздел регулирует обязательства, которые налагаются на сестер Ковена. Пока что у нас проводится печально известная ежеквартальная оценка работы. А если ведьма не справляется, то со временем ее исключают. Я предлагаю отменить любые обязательства. Нужно верить в то, что сестры нашего Ковена будут стремиться действовать на благо сообщества. Ведьмы будут носить вклад в общее дело, исходя из своих сил и способностей. А еще надо решить, что делать с телом Эданы. Я считаю, надо поглотить и стать сильнее. Вот, в общем-то, и все. Что скажешь? Могу я рассчитывать на твой дар? Я... Сказать правду? Ну, пообещала уже другой. Ну, что могу? Ну, правда есть правда. Не могу. Уже пообещала помочь Георгине. Ой, правда? Я не знала, что она уже обратилась к тебе за поддержкой, извини. Ну, свое слово нужно держать, так что не буду настаивать. Но я все равно постараюсь завоевать твои симпатии. Предвыборная кампания – дело не быстрое. К слову, слушай, я бы хотела тебя кое с кем познакомить. Возможно, она убедит тебя в преимуществах моей программы. Это Джон Рейша, видимо, математичка. Она тоже считает, что мы должны поглотить труп Эданы и стать сильнее. После Эданы Джон Рейша самая старая и мудрая ведьма нашего Ковена. Уверена, у нее найдутся весомые доводы в пользу того, чтобы поглотить тело бывшей главы.
Ладно, передай, что я буду рада ее видеть. Ну, мне пора. Чтобы претендовать на пост главы, нужно еще со многими переговорить. Береги себя. Успехов тебе. Хочу сказать, что я все еще поддерживаю Георгину, хотя это тоже, в принципе, неплохо. Единственное, что мне больше понравилось все это, наверное, это отношение к людям. Аромат свежих политических дрязг. Фортуна — это превосходная возможность, чтобы разыграть наши карты в самом прямом смысле. Опять угорает. Боже, я обожаю его. Да тут можно многое наворотить. Как ты относишься к политике? Я люблю политические дебаты. О, значит, это как раз немного развеет твою 200-летнюю скуку. Точно. Ну и что ты планируешь делать касательно этих выборов? Почему ты решила поддержать Георгину? Мне больше нравится ее программа, но это правда в принципе. Мне больше нравится программа Георгины. Она наверняка расстроится, но ей придется меня понять. Управление Ковеном серьезное дело. Так, кто не захочет уважать мою точку зрения, в принципе не подходит на пост главы. Тоже верно. Кстати, мне вот что любопытно. Почему ты ни одной из подруг не рассказала об истинной природе своего дара? Ну, о той незначительной детали, что ты пишешь, а не читаешь реальность. Ну, я боюсь. Боюсь их реакции. Но и себя тоже. Я все еще пытаюсь разобраться, как-то новообретенная сила работает, и что с ней делать. Не чувствую в себе никаких перемен. Но на меня давит чудовищный груз ответственности. Ясно. Мне тоже страшно. Но я с тобой. Помогу тебе с этим справиться, Фортуна. Ого, тебе настолько страшно, что ты пытаешься ко мне подлизаться? И не мечтай, ведьма. Впрочем, я ведь уже говорил, что впервые за все свои длительные существования столкнулся с тем, что вызывает у меня настоящий ужас. Я начинаю находить в нем особую прелесть. Он позволяет ощутить себя живым. Хотела бы я так к этому относиться. Так пропиши себе побольше смелости. А давай вытянем. Ладно, вытяну для себя одну карту. Стой. Я просто пошутил. Это слишком рискованно, что если ты вытянешь карту, напоенную магией огня, добром это не кончится. Прорицательница не должна бояться своей колоды, я это сделаю. Блин, а ведь он... Блин, да ну что... Ладно, нет, я не хочу, а вдруг и правда что-то вообще капец кошмарное выпадет. Ты прав, лучше не играть с огнем. Ты была на волосок от катастрофы. На самом деле я бы не советовал этого делать. Мы с тобой создали нечто ужасающее. Да, я в курсе. О, гляди-ка, тебе пришло послание. Целых 3. Это что? Ведьме Фортуне, наша коллега Жасмин попросила меня встретиться с тобой и рассказать о преимуществах поглощения Эданы и о том, почему необходимо усилить наши способности. Это очень важно. Дай знать, когда я могу к тебе прийти, чем скорее, тем лучше. Позже. Привет, Фортуна, не знаю, как ты, я уже по тебе скучаю. Дай знать, когда можно тебя навестить, я хочу тебе кое-что рассказать. С любовью, Грета. Салют, Фортуна, новенькая ведьма, которая тебе говорила, готова с тобой встретиться. У нее даже фамильяра пока нет, так что я пишу тебе за нее. Скажи, когда можно будет к тебе ее привести. Я хочу вот эту новенькую посмотреть. Привет. Ты кто? Hello. Can you hear me? Что происходит? Блин, выгляжу дерьмово. Зачем? Вообще надо было тащиться за продуктами. Есть все равно не хочется. Наверное, скажу себе спасибо позже, когда накурюсь сегодня. Сегодня же мой день рождения. Наверное, надо было торт себе купить. Натыкаю свечек хот-дог. Интересно, Денатон? Это название фирмы. Выпустят новую игру. Сколько времени с Hotline Miami 3 прошло? Может, заново пройти Elden Ring 2? Зачем я вообще встаю по утрам? В этой гребаной жизни все равно нет смысла. И во мне его нет ни хрена. Как другие люди себя ненавидят. Жаль, что мне не хватает духу уйти из универа. Вся эта вычислительная техника не по мне. Я скорее из окна выпрыгну, чем буду просиживать штаны в офисе. А лучше бы и вовсе не работать. Вот был бы способ просто перестать существовать. Рыбать, как понимаю, ты бы знала. Интересно, была бы моя жизнь лучше, родись я на Земле? Без университетов, без корпораций, просто жить на старой планете. Интересно, есть ли у них там видеоигры? Надеюсь, эти идиоты не напросятся в гости в честь дня рождения. Не хочу никого видеть.
Блин, туалетную бумагу надо было купить. Сюрприз! Чел с головой коня забысы. Давайте, 3-4. Ага, с днем рождения тебя, с днем рождения. Да-да-да, с днем рождения. Dead name. Что, dead name? Это ник, что ли? Хлоп, 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 хлоп. Окей. Она... С днем рождения? Ну что, сюрприз sulsa? Ох. Давай, загадывай желание. Я хочу... Только вслух не говори, а то не сбудется. Ладно, тогда... Загадала, походу, исчезнуть, нет? Или родиться в другом мире, или что-то типа того. Добро пожаловать, меня зовут Фортуна, приятно познакомиться. А тебя как зовут? Не знаю. Ничего страшного. Наверное, ты еще немного в шоке. Ну да, как-то не хватило времени привыкнуть к мысли о том, что я в космосе и что я ведьма. Да, сестренка, ты стала ведьмой. С чего ты решила, что я женщина? Ведьмой может стать только женщина, так что тут ошибки быть не может. Похоже, другие знают про меня куда больше, чем я. Мне никак не хватило смелости взглянуть правде в глаза, а здесь все уже обращаются ко мне как к женщине. Прости, если хочешь, я могу обращаться к тебе в мужском роде. Нет, извини. Просто меня бесит, что меня никто ни о чем даже не спросил. Ну, ничего, у тебя впереди еще целая вечность, успеешь примириться с собой. Наверное, это должно меня обрадовать. Блин, ладно, потом скажу. Но все еще не представляю себя без этой уродской бороды и без худи. Если хочешь с этим, я могу помочь. Что, станешь моей стилисткой? С переходом ты справишься сама, я просто подскажу, как к этому подойти. В принципе, каждая ведьма проходит через нечто подобное. Нам ведь никто не выдавал все эти крутые шляпы, мантии после перерождения. Я инженер, даже не представляю, как выбрать одежду. Поверь, это к тебе придет. Как насчет обряда? Я уже проводила его для своей сестры. Расслабься, это один из лучших моментов в жизни ведьмы. Ну ладно, тогда поехали. Так, прежде всего призову суть обозряющий диск, чтобы узнать наши шансы на успех. Шансы на успех? То есть я могу облажаться? На самом деле нет. Низкие шансы просто означают, что тебе понадобится больше времени, чтобы сама определиться. Но рано или поздно все получится. Класс. Просто попробуй расслабиться, получить удовольствие. Ладно. Что мне нужно делать? Вообще есть много способов, но мне больше всего нравится заваривать чай. Ну, чай всегда помогает, конечно же. Я задам тебе несколько вопросов, чтобы узнать, какие элементы составляют твою сущность. Мы заварим их в этом чайнике и получим настой катарсиса. В голове не укладывается. Ну хорошо, давай. Чай получится вкусным. Меня этому методу научила близкая подруга, и теперь я предпочитаю его всем остальным. Если честно, я даже завидую, ведь ведьма может попробовать его только перед переходом. Ты готова? Задавай свои вопросы. Итак, вопрос. Чем ты хочешь заниматься, став ведьмой? Не знаю, что обычно делают ведьмы. Проклинают города и едят детей? Да. Угу. Ну, в большинстве своем нет. Ты можешь заниматься чем хочешь. Кто-то выращивает волшебные сады, кто-то изготавливает кинжалы, кто-то основывает секс-культ. Лично я занимаюсь прорицанием. Я свою позицию высказывала уже вроде в Инстаграме, да? Не помню. Не знаю, хочу жить в свое удовольствие, завести настоящих друзей, путешествовать. Мне слишком долго казалось, что я как в клетке в своей квартире. Я хочу свободы. Все это ты можешь делать независимо от профессии. Может, тебя интересуют какие-то конкретные занятия? Не знаю, у меня за плечами неоконченная учеба на компьютерного инженера. Но и мне нравится выращивать растения, так что, не знаю, зельеварение или исследование новых мест. Было бы круто посмотреть на мир. Ясно. Чем же ты будешь заниматься? Боже. Мне кажется, ты станешь ведьмой, странствующей торговкой, я не знаю. Я грибу, скажи мне, я кто? Я что, вместо тебя буду? Ну, идея странствовать мне нравится. Но мне кажется, у меня недостаточное обаяние, чтобы стать торговкой. Глупости. Все ведьмы обаятельны от природы. Я бы даже сказала, что перерождаются только те, у кого обаяние есть. Без него никуда. Уверена, когда ты найдешь себя, будешь сногсшибательна. Надеюсь. В принципе, могу представить, как путешествую по космосу с товарами на продажу. Здорово. Итак, вопрос. Какой образ жизни тебе ближе всего? Понятия не имею. Но точно не тот, который у меня сейчас.
Доверься интуиции, говори все, что придет в голову. Ну, не знаю, что противоположно вот этому. Если честно, мне прямо неловко говорить что-то вслух. Тем более неловко открыто говорить о том, как я хочу выглядеть. Я тебя не тороплю. Может, какой-нибудь броский, соблазнительный. Блин, что за чушь. Мне кажется, я ни в чем не буду нормально смотреться. Я хочу себе нравиться, но не хочу перестараться. В плане внешности ведьма не способна перестараться. Ты же знаешь Георгину? Да, она потрясающая. Ты тоже потрясающая. Мне пока что так не кажется. Ладно, как насчет чего-нибудь придающего уверенность? Да, было бы офигенно. Ты правда думаешь, так я буду выглядеть круто? Ничуть в тебе не сомневаюсь. Ладно, пусть образ придающей уверенности. Хорошо. Так, вопрос. Расскажи о себе. Ну, о чем тут рассказывать? О том, что тебе нравится, или о прошлом. Словом, обо всем, что, на твой взгляд, тебя характеризует. Когда мне было 10 лет, нас всем классом возили на экскурсию, и моего друга до смерти затоптал кабан. Это странный факт о себе. Ну, это первое, что пришло в голову. Очень часто вспоминаю об этом случае, когда мысли ничем не заняты. Вот и прекрасно, продолжай. Мне нравится электронная музыка, видеоигры, острая еда, вестерны и садоводство. О, любовь к растениям – полезная вещь для ведьмы. Ну, в основном у меня росли марихуана и перчики чили. В космосе есть травка. В космосе есть все, что угодно. Но, видимо, выбор всевозможных средств, помогающих расслабиться, намного шире. Здорово, мне бы это не помешало. Без проблем, познакомлю тебя со своей подругой. Как у тебя с творческими хобби? Не очень, разве что готовить люблю. Да, точно, правда. Сил на это иногда вообще не было из-за депрессии. Ну, теперь времени у тебя будет предостаточно. Ну да. Что-нибудь из этого было полезным? Давайте детскую травму возьмем. А зачем? С этим можно... Как мы проработаем это, пожалуйста, объясните мне. Не знаю. Или выращивание растений. Или травму. Мне просто интересно, травму можно это как-то проработать? Давайте проработаем. Не надо было мне об этом говорить. Я уверена, что тебе это не просто так пришло в голову. Доверимся твоему подсознанию. Ладно. Я узнала достаточно. Давай нальем тебе чаю. На мой вкус цифры на диске могли бы быть и повыше. Ничего, этого хватит, а с остальным поможет твоя сила воли. Ты справишься. Ну ладно, пора пить, да? Твое здоровье. Господи боже. О боги, ты выглядишь изумительно. Правда? Перцемантка. Что за имя? Это имя? Да, ты просто сногсшибательна. Скорее бы увидеть себя в зеркале. Но я и чувствую себя сногсшибательно. Как будто невесомо. Фортуна, это просто невероятно. Огромное спасибо. Спасибо, да. Поздравляю. Как мне тебе отплатить? Ты только что раскрыла свой потенциал и стала потрясающей ведьмой. Я так и не поняла, это... Ладно. Окей. Просто наслаждайся. О, непременно. Ну, теперь ты знаешь, в чем твое призвание? Да, я перцемантка. Здорово. В чем заключается твой дар? Еще не знаю. Но в нем наверняка есть перчинка. Нужно придумать подходящее для нового меня имя. Решить, что делать дальше. О, столько вопросов, даже тревожно немного, но и радостно тоже. Но с этим я могу помочь. Это мое основное занятие — помогать ведьмам находить ответы с помощью карт. Да, Георгина рассказывала. Когда ты решила заварить чай, вместо того, чтобы достать карты, я, если честно, расстроилась. Так что, да, погадай мне, я бы хотела увидеть твою колоду в деле. С удовольствием. У меня волос выпал тяжело, господи. Предлагаю спросить, какое место ты займешь в Ковине. Чтобы у тебя сложилось представление, чему обучаться в первую очередь. Да, отлично. Еще мы можем взглянуть в будущее, узнать, как ты себя называешь, чтобы ты сразу начала использовать свое имя. Да, давай. Я же не могу вечно оставаться безымянным проектом. Отлично. Хочешь еще о чем-нибудь спросить? Не, этого пока хватит. Предпочитаю, чтобы в жизни было что-то неизведанное. Хорошо. Сосредоточься на этих вопросах, пока я тасую карты. Направление открытия, обман, тайна, правосудие, решение, испытания. Так, ты выведешь особый сорт острого перца под названием чили истины. Он окажется незаменимым для грядущих выборов. Первое время тебе придется нелегко. Консервативно настроенные ведьмы будут подвергать тебя бессмысленным испытаниям, чтобы разрушить репутацию новичков в глазах Ковина. Я выберу первое.
Острый перец чили истины. Ну, интересно пусть будет. О, вот это круто. Да уж. Учитывая политическую обстановку, думаю, у тебя будет очень много дел. Ну, прекрасно. Как раз отвлекусь на эти дела, вместо того, чтобы париться о том, что со мной случилось. Скорее бы начать учиться колдовству. Когда готовься к экспресс-курсу? Я уже готова. Выращу какой-то крутой перец, но у меня пока нет ни дома, ни сада. Тебе нужно обратиться к Жасмине, она тоже садоводка. Думаю, она поможет тебе найти клочок космического пространства для обустройства. Супер, тогда отсюда направлюсь к ней. Спасибо большое. Так, а имя? Блин, у меня красных меньше всего. Решительность, прямодушие, я не гребу, сейчас узнаю. Ты перц Самантка Нова. А, все, вот Нова, и все. Нова? Нова. Ого, звучит так непривычно. Я как будто украла документы и присвоила себе чужое имя. Но мне очень нравится. Надеюсь, буду его достойна. Огромное спасибо, Фортуна. Не за что, Нова. Ну, хоть один плюсик, спасибо. Все равно маловато. Мне кажется, красного нужно много прям добыть. Он вроде самый сильный. А у меня его меньше всего. Ну, вот и все. Как тебе мое прорицание? Ужасно круто, у тебя настоящий дар. Хотя не уверена, что в ближайшем будущем рискну еще раз к тебе обратиться. Как-то жутко думать о том, что судьба существует, а обмануть ее невозможно. Пойми меня правильно, я тебя в этом не виню. Тебя. Да, мой дар оказывает на других такое впечатление. Мне кажется, я бы с таким даром просто свихнулась. Вроде страшно, вроде искушение большое. Лучше буду перед Саманткой. Да, временами он сводит с ума. Что станешь делать теперь? Георгина хотела познакомить меня с другими ведьмами. Благодаря тебе я теперь к этому готова. Замечательно. Заглядывай в гости в любое время. Хорошо, до встречи. Неужели мой дружок ничего не скажет? Сохранение прошло только что буквально, да, значит, на этом мы закончим. Ну что, посмотрим, что будет дальше. Спасибо вам, девчата, за просмотр. Не забудьте подписаться на канал, на Инстаграм, на Твич. Также ставьте лайки, оставляйте комментарии и кликайте на колокольчик. Всем отличного настроения и до встречи в следующих видео.